Привет, друзья! С вами Артем Камалетдинов, и сегодня у нас на обзоре электроакустическая гитара от компании Enya, модель Nova Go. Поехали! Итак, друзья, этот инструмент сделан полностью из поликарбоната. Это вот такой у нас малыш, такая вот миниатюрная версия в очень таком ярком, прикольном цвете. Здесь есть один единственный переключатель, который отвечает за множество функций, которые управляются, как и многие современные девайсы, через приложение. Надо еще отметить, что эта гитара у нас будет работать только после зарядки. Здесь вот есть такой вот вход для того, чтобы зарядить нашу гитару. Предлагаю для начала послушать, как инструмент звучит без обработки, напрямую в линию. Так, мы находимся во вкладке официальных пресетов заводских. Переключается здесь все очень просто. У нас вот есть на гитаре единственная кнопка, клавиша, как угодно называйте. В общем, это многофункциональный клик-вил. Вот так мы нажимаем, и у нас идет переключение между 4 заводскими пресетами. Можем их послушать. Вот пресет называется Fusion. Ну, для акустической гитары, не знаю, так достаточно сомнительно звучит, но, тем не менее, при выборе эффектов это есть. Давайте посмотрим дальше. Вот пресет акустик. Мне кажется, должен быть просто акустический звук какой-то хороший. Собственно, вот я бы остановился на этом и ничего бы дальше не рулил, но давайте уже посмотрим, что нам еще предлагают заводские пресеты. Пресет ревер. На самом деле очень много ревера накручено. Последний пресет — дилей. Ну, если честно, вот из всех заводских пресетов мне показался самым удачным акустик, потому что он нейтральный и все звучит классно сбалансировано. Здесь есть вкладочка для наших с вами пресетов. Вот я уже, когда тут пытался что-то нарулить, вот я тестово назвал его 2, он получился не очень, но мы сейчас сделаем все по красоте, как нужно. Давайте перейдем в раздел Effects и нарулим наш с вами звук. Ну вот у нас уже включен ревер. Давайте посмотрим, как он будет у нас реагировать на значение. Чуть-чуть я бы добавил реверочка. Ну вот, наверное, как-то так. Давайте еще включим, наверное, эхо. Я так понимаю, что это все-таки дилей, да, у нас?
давайте как-то так оставим. В миксе, мне кажется, хорошо звучит. Что у нас предлагается? Ну, вах звучал сомнительно, я бы не стал бы к нам в пресет. Во-первых, включим компрессор. Вот что-то тут прям значение сразу у нас максимальное. Давайте поставим просто. Угу. И давайте повесим хорус. Ну, друзья, как вы видите, здесь на самом деле выбор не то чтобы большой, но все самые основные эффекты для акустической гитары, и вполне можно нарулить звук, который вас будет устраивать и читаться в миксе. Итак, что же у нас идет в комплекте с этой гитарой? Здесь есть вот такой вот прекрасный чехол. Далее это джек для подключения инструмента. Такая вот классная фирменная салфеточка для полироли гитары. Ремешочек. И такой вот пакетик, в нем находится инструкция, струны, анкерный ключ и шнур для зарядки вашей гитары. Ну что же, в конце хочется подвести итоги, сделать некое резюме по поводу этого инструмента. Ну, во-первых, что мне понравилось, это нестандартный цвет, нестандартное решение вообще такого дизайна. Еще важный момент, что я бы отметил, вот с ремнем гораздо удобнее сидеть, заниматься, играть, потому что все-таки за счет того, что чуть-чуть перевешивает гриф и инструмент достаточно маленький, ну, сидя, вам приходится вот так вот нагибаться, и, в общем, этот момент я бы учел бы. Что касается звука, конечно же, этот инструмент раскрывает себя полностью с подключением, но я бы отметил такой еще нюанс, что для записи он подойдет, может быть, не во все ситуации, не во все стили, потому что звучание у него немножко своеобразное, такое синтетическое немножко, но и, конечно же, нужно в этот момент учитывать, что это не полностью акустический инструмент, как говорил, это электроакустика, плюс еще, конечно же, сказывается нестандартный материал, из которого сделана эта гитара. Ну, а если говорить про приложение, то в нем достаточно все просто, есть необходимый набор эффектов для того, чтобы нарулить нужный вам звук, и также остальные все ништячки, которые есть, это драм-машина, метроном, тюнер. И, что очень важно, как я отмечал для новичков, это по поводу аккордов. Огромный выбор для того, чтобы вы искали новые аккорды, запоминали и развивались вместе с вашим умением игры на акустической гитаре. Кстати, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях вообще, что вы думаете по поводу похожих инструментов разного форм-фактора, с разной электроникой, с взаимодействием с приложениями. Их очень много. Нам будет интересно почитать ваше мнение. Также не забудьте подписаться на канал, поставить лайки и колокольчик. Я Артем Камалетдинов. Увидимся. И на первую давай запишем еще немножко другую.